Глава 9. Дон Хуан явно ожидал, что я буду пользоваться травой дьявола как можно чаще. Это как-то плохо вязалось с его видимой неприязнью к ее силе. Сам он объяснял свое требование тем, что вскоре мне опять придется курить, и к тому моменту я должен по возможности ближе познакомиться с силой травы дьявола. Он то и дело предлагал мне, по крайней мере, попробовать еще одно гадание с ящерицами. Я долго колебался. Между тем, напоминания Дона Хуана становились все настойчивей, так что под конец я просто почувствовал себя обязанным ему уступить. И однажды решился погадать насчет кое-каких пропавших вещей. Понедельник, 28 декабря 1964 года. В субботу, 19 декабря, я срезал корень датура. Я подождал, пока стемнеет, и проделал свой танец вокруг растения. За ночь я приготовил экстракт корня. В воскресенье, часам к 6 утра, вернулся туда, где рос мой дурман, и сел перед ним. Я прихватил с собой тщательно записанные указания Дона Хуана относительно этой процедуры. Перечитав свои записи, я сообразил, что в данном случае нет необходимости размалывать семена. Почему-то уже одно то, что я просто сижу перед своим растением, давало мне непривычное чувство эмоционального равновесия, ясности мышления, то есть силы концентрации на том, что делаю, чего я вообще напрочь лишен. Я в точности исполнил все предписания, так рассчитав время, чтобы к концу дня паста и корень были готовы. В 5 часов я занялся ловлей ящериц. За 1,5 часа я перепробовал все способы, какие только мог придумать, но все впустую. Я сидел перед растением дурмана, теряясь в догадках, как же выйти из положения, когда вдруг вспомнил указание Дона Хуана, что вначале с ящерицами нужно поговорить. Поначалу я испытывал неловкость, все равно как при выступлении перед аудиторией. Вскоре, однако, это чувство прошло, и я продолжал говорить. Была уже почти ночь, когда я, подняв камень, увидел под ним ящерицу. Она казалась застывшей. Я взял ее в руки и тут же увидел под соседним камнем другую ящерицу, тоже застывшую. Они даже не пытались вырваться. Труднее всего оказалось зашить пасть и веки. Я заметил, что благодаря Дону Хуану в моих поступках появилась обязательность. Позиция Дона Хуана заключалась в том, что если уж взялся за что-либо, то отступать нельзя. Впрочем, если бы я захотел остановиться, то к этому не было никаких препятствий. Возможно, я просто не хотел останавливаться. Я отпустил одну ящерицу, и она побежала на северо-восток. Хороший знак, предвещавший, впрочем, что колдовство будет не из легких. Другую ящерицу я привязал к своему плечу и по инструкции смазал себе виски. Ящерица была неподвижна. На мгновение я испугался, что она умерла. А Дон Хуан мне ничего не говорил, что делать в таком случае. Но ящерица была живой, только оцепеневшей. Я выпил снадобье и немного подождал. Не почувствовав ничего необычного, я начал растирать пасту у себя на висках. Пасту я наложил 25 раз. И тут, совершенно механически и бездумно, как во сне, я несколько раз коснулся ею лба. Я с ужасом спохватился и поспешно стер пасту. Лоб покрылся испариной. Меня бросило в дрожь. Я почувствовал отчаяние, потому что Дон Хуан всячески от этого предостерегал. Страх сменился чувством абсолютной покинутости и обреченности. Я был оставлен тут на произвол судьбы. Если со мной что-нибудь случится, здесь нет никого, кто мог бы мне помочь. Хотелось удрать. Я испытывал предельную тревогу и растерянность, потому что не представлял, что же теперь делать. В голову хлынул поток мыслей, сменявшихся с необычайной скоростью. Это были странные мысли, возникавшие непонятно откуда. Мне хорошо известен определяемый моей индивидуальностью мой способ мышления, поэтому я замечу любое отклонение. Одна из таких чужих мыслей была высказыванием какого-то автора. Это было похоже, как я смутно помню, на чьи-то слова у меня за спиной. Произошло это так быстро, что я испугался,
Я замер, чтобы зафиксировать эту неизвестно откуда взявшуюся мысль, но ее сменили обычные мысли. Я был уверен, что где-то прочел это высказывание, только забыл, кто автор. Вдруг я вспомнил: Альфред Кребер. Тут же возникла новая чужая мысль и сказала, что не Кребер, а Георг Зиммель. Я настаивал на том, что Кребер, когда спохватился, что уже втянут в гущу спора с самим собой, забыв о недавнем чувстве обреченности. Веки оттяжелели, как от снотворного. Именно такое сравнение пришло мне в голову, хотя я никогда никакого снотворного не принимал. Неудержимо клонило в сон. Я хотел добраться до своей машины и там уснуть, но не мог пошевелиться. Потом, совершенно неожиданно, я проснулся. Вернее, ясно почувствовал, что проснулся. Первое, что пришло в голову: который час? Я огляделся. Растения дурмана передо мной не было. Я с безразличием воспринял как должное, что прохожу через очередное колдовство. Часы у меня над головой показывали 12:35, значит, сейчас полдень. Я увидел молодого человека, несущего пачку бумаг. Я почти касался его. Я видел жилки, пульсирующие у него на шее, и слышал ускоренное биение его сердца. Наблюдение настолько увлекло меня, что я забыл о своих странных мыслях. Затем я услышал у себя в голове сопровождающий сцену голос и понял, что этот голос и был источником чужих мыслей. Меня так захватило вслушивание, что зрительная сторона происходившего отошла на задний план. Я слышал голос у самого уха, над правым плечом. Голос, собственно, и создавал сцену. Но он подчинялся моей воле. Я чувствовал, что в любой момент могу его остановить и разобрать в подробностях то, о чем он говорит. Я слышал действия молодого человека во всей их последовательности. Голос продолжал описывать их в малейших деталях, но описываемое в сущности было само по себе не столь важно. По-настоящему загадочным был источник голоса над ухом. Я трижды пытался повернуться, чтобы увидеть наконец того, кто говорит. Я пытался повернуть голову направо или же просто неожиданно повернуться назад, чтобы увидеть, кто это. Но при каждой такой попытке видение расплывалось. Я подумал: я не могу повернуться, потому что не нахожусь в сфере обычной реальности. Вот эта мысль явно была моей собственной. С этого момента я сосредоточил все внимание на одном лишь голосе. Он, казалось, исходил от моего плеча. Совершенно отчетливый, хотя и тоненький голосок, причем не детский голос и не фальцет, а мужской голос в миниатюре. Это был и не мой голос. Говорил он, надо думать, на английском. При каждой моей попытке исхитриться его поймать, он тут же умолкал или удалялся, и сцена мутнела. Удачнее всего было бы сравнение со зрительной формой, создаваемой частичками пыли на ресницах, или же с мушками на сетчатке, червеобразной формой, которую видишь до тех пор, пока не смотришь на нее прямо, но как только пытаешься на нее взглянуть, она с движением глазного яблока моментально ускользает. Я потерял к происходящему всякий интерес. По мере того, как я слушал, голос становился более сложным. То, что я воспринимал как голос, все более походило на то, как если бы кто-то нашептывал мысли мне на ухо, или, точнее, что-то думало за меня. Мысли были вне меня. Что это так, я не сомневался, потому что мог одновременно фиксировать и свои собственные мысли, и мысли другого. В какое-то мгновение голос создал сцены, героем которых был молодой человек, и которые не имели никакого прямого отношения к моему первоначальному вопросу о пропавших вещах. Молодой человек выполнял очень сложные действия. Эти действия вновь приобрели значение, и я больше не обращал внимания на голос. Я начал терять терпение и хотел остановиться. Но как это сделать, подумал я. Голос в ухе сказал, что нужно вернуться в каньон. Я спросил, как это сделать, и голос ответил: подумать о своем растении. Я подумал о своем растении.
Обычно я сидел перед ним и делал это так часто, что визуализировать его не составило никакого труда. Увидев растение, я решил, что это очередная галлюцинация, но голос сказал, что я вернулся. Я напряг слух. Была только тишина. Растение датура передо мной было не более реальным, чем все, что я только что видел, но я мог его коснуться, мог двигаться вокруг него. Я поднялся и пошел к машине, но почти сразу выдохся, сел и закрыл глаза. Меня подташнивало, кружилась голова, в ушах звенело. Что-то скользнуло мне на грудь. Это была ящерица. Я вспомнил предостережение Дона Хуана, что ее нужно отпустить. Мне было все равно, мертвая она или живая. Я разбил горшок с пастой и набросал на него ногой земли. Потом еле добрался до машины и провалился в беспамятство. Четверг, 24 декабря 1964 года. Сегодня я пересказал свое приключение Дону Хуану. Внимательно меня выслушав, он сказал: «Ты сделал опаснейшую ошибку». Знаю, это была страшная глупость, случайность. Никаких случайностей, когда имеешь дело с травой дьявола. Говорил я тебе, что она все время будет тебя испытывать. Я так понимаю, что ты или очень силен, или же ты в самом деле ее любимчик. Центр лба только для великих Бруха, которые в совершенстве освоили обращение с силой. А что обычно происходит, когда человек смажет себе пастой лоб, Дон Хуан? Если только он не великий Бруха, то он попросту никогда не вернется. Ты сам когда-нибудь мазал себе пастой лоб, Дон Хуан? Никогда. Мой бенефактор говорил мне, что из такого путешествия возвращаются лишь очень немногие. Человек может отсутствовать в течение многих месяцев, и другим приходится за ним все это время ухаживать. Мой бенефактор говорил, что ящерицы могут взять человека хоть на край света и показать по его заказу самые немыслимые тайны и чудеса. А ты знаешь кого-нибудь, с кем такое бывало? Да, с моим бенефактором. Но он никогда не говорил мне, как оттуда возвращаться. Неужели возвратиться так трудно? Безусловно. Вот почему то, что с тобой было, для меня в самом деле поразительно. Ты делал все совершенно вслепую, а мы обязаны соблюдать строжайшую последовательность, потому что только так приобретают силу, иначе мы ничто. Воцарилось долгое молчание. Я видел, что он о чем-то глубоко задумался. Суббота, 26 декабря 1964 года. Дон Хуан спросил, искал ли я ящериц. Я сказал, что искал, но не смог найти. Я спросил, что было бы, если бы одна из них умерла у меня на руках. Он сказал, что смерть ящерицы – плохой знак. Если ящерица с зашитой пастью умрет, то нет смысла продолжать колдовство. Кроме того, это будет означать, что ящерицы порвали со мной дружбу, и дальнейшее обучение с травой дьявола нужно надолго отложить. «Как надолго, Дон Хуан?» – спросил я. «Года на 2 или больше». «А что было бы, если бы вторая умерла?» «Со смертью второй тебе уже грозит серьезная опасность. Ты остаешься один без проводника. Ничего еще, если она умерла до начала колдовства, его еще можно оставить, заодно распрощавшись с травой дьявола. Но вот если бы ящерица умерла у тебя на плече, когда колдовство уже началось, тогда пришлось бы его продолжать, а это уже действительно безумие». «Почему безумие?» «Потому что в этом случае все теряет смысл. Ты один, без проводника, и видишь устрашающие и бессмысленные вещи». «Что значит бессмысленные?» «То, что мы видим сами по себе. Вещи, которые мы видим, когда лишены направления. Это значит, что трава дьявола хочет от тебя отделаться, отшвырнуть, наконец, прочь». «А ты знаешь кого-нибудь, с кем было такое?» «Да, со мной. Без мудрости ящериц я бы сошел с ума». «Что же ты видел, Дон Хуан?»
Кучу чепухи. Что я еще мог видеть без направления? Понедельник, 28 декабря 1964 года. Ты говорил, Дон Хуан, что трава дьявола испытывает людей. Как это понимать? Трава дьявола как женщина. И совершенно как женщина она льстит мужчинам. Она ставит ловушки на каждом шагу. Ты, например, поймался, когда она заставила тебя намазать лоб пастой. На этом не кончится, и ты, скорее всего, опять попадешься. Смотри в оба. Не увлекайся ею. Трава дьявола — лишь один из путей к тайнам человекознания. Существуют и другие пути. Главная ее ловушка — заставить тебя поверить, что этот путь единственный. Запомни, глупо ухлопать жизнь на один единственный путь, особенно если у него нет сердца. А как узнать, Дон Хуан, что этот путь не имеет сердца? Прежде чем ты решишься на этот путь, спроси себя, имеет ли он сердце. Если ответ будет «нет», значит так оно и есть, и надо искать другой путь. Но как я могу наверняка узнать, имеет ли этот путь сердце? Это может любой. Беда в том, что никто не задает себе этот вопрос. Обычно человек слишком поздно понимает, что выбрал путь без сердца, когда уже стоит на краю гибели. В этой точке лишь очень немногие имеют силы оставить свою устремленность и отойти. Как правильно задать себе этот вопрос? Просто задай его. Я имею в виду, существует ли какой-нибудь специальный метод, чтобы я не обманулся и не принял отрицательный ответ за положительный. Почему это ты обманешься? Ну, скажем, потому что в этот момент путь будет казаться приятным и радостным. Чушь. Путь без сердца никогда не бывает радостным. Уже для того, чтобы на него выйти, приходится тяжело работать. Напротив, путь, у которого есть сердце, всегда легкий. Чтобы его полюбить, не нужно особых усилий. Тут он вдруг заявил, что трава дьявола мне очень нравится, и я был вынужден признать, что во всяком случае испытываю к ней расположение. «А как я отношусь к его союзнику, Дымку?» — спросил он, и мне пришлось сказать, наконец, что сама мысль о нем вызывает у меня дикий страх. Что я говорил? Когда выбираешь путь, надо быть свободным от страха и честолюбия. Но дымок ослепляет тебя страхом, а трава дьявола — честолюбием. Я возразил, что честолюбие необходимо даже для того, чтобы выйти на какой угодно путь, и что его утверждение, будто следует быть свободным от честолюбия, не имеет смысла. Чтобы учиться, уже необходимо честолюбие. «Желание учиться — это не честолюбие», — сказал Дон Хуан. Стремление к познанию — наша судьба, потому что мы люди. Но искать траву дьявола значит стремиться к силе, а не к познанию. А это и есть честолюбие. Смотри, чтобы трава дьявола тебя не ослепила. Она завлекает мужчин и дает им ощущение силы. С нею они уверены, что могут совершать такие вещи, которые обычному человеку не снились. Но в этом ее ловушка. А потом путь без сердца обернется против человека и его уничтожит. Немногое нужно, чтобы умереть, но искать смерти значит ничего не искать.